Привет, друзья! Давно у нас не было распаковки, а ведь мне есть чем вас удивить, чем порадовать и о чем рассказать. Я, как любой мастер, люблю экспериментировать, люблю тестировать новые материалы и пробовать различные новые техники. Но сегодня речь пойдет о материале, с которым я работаю уже лет 6, и это не полимерная глина. А с производителем этой торговой марки я работаю уже, наверное, года 3 и смело могу рекомендовать эту продукцию. Я специально сейчас вас заинтриговала, и пока я буду распаковывать эти коробочки, я прошу написать в комментариях, как вы думаете, что это за материал. Но мы приступаем с вами к распаковке. Вы уже знаете, что я делаю обзоры только на качественные материалы и инструменты. Все неудачные эксперименты и тестирования остаются в стенах моей мастерской, и эти товары я вам не рекомендую. А как вы уже поняли, речь пойдет об эпоксидной смоле и вспомогательных материалах от Artline. Больше 2 лет назад я познакомилась с этой продукцией, их силиконами и эпоксидной смолой, пользуюсь регулярно, и внизу под видео я оставлю список мастер-классов с использованием этой продукции и ссылочку на сайт, где можно приобрести данный товар. Если вы еще не знаете, с чего начать знакомство с эпоксидной смолой, то Artline предлагает вот такие готовые наборы. То есть, покупая готовый набор, производители уже все сделали за вас. Они подобрали эпоксидную смолу нужной вязкости, подобрали набор пигментов, чтобы вы не задумывались о правильном и гармоничном цветовом решении. Кстати, цветовую гамму вы можете подобрать на сайте, там представлено 9 вариантов, и вы можете подобрать под цвет вашего интерьера, либо под ваши цветовые предпочтения. Давайте поближе посмотрим, что находится в этом наборе. В комплект входит, во-первых, смола эпоксидная с отвердителем. Это смола Artline Honey Epoxy 0,3 кг. Я уже на артборде нарисовала рисунок. И я вам скажу, что здесь достаточно большой объем смолы, он у вас останется, и вы сможете использовать еще для других работ, попробовать эту смолу, допустим, с сухоцветами, либо при создании украшений. Здесь находится пигментная паста. Вы можете выбрать абсолютно любой набор с любыми цветовыми решениями. Я выбирала, исходя из того, что я задумала, чуть-чуть позже я вам покажу, что я задумала, поэтому мне важны были именно белый, красный оттенок. Ну и, конечно, черный базовый тоже должен быть, особенно для тех, кто работает и создает бижутерии и украшения. Черный и белый – это базовые оттенки. Еще здесь шел золотой цвет, у меня его в принципе тоже нет, у меня большое количество оттенков, но его не было. Дальше идет большое количество салфеток бумажных, и вот здесь вот идет такая, смотрите, еще стеклянная крошка. Где же использовать эту стеклянную крошку? В своем мастер-классе я ее не буду использовать, но такая крошка используется, когда вы делаете имитацию среза камня. Она идеально прозрачная, и в разных размерах для мелких работ вы можете выбрать более мелкие стеклышки. Дальше идут мерные стаканчики. Здесь 2 мерных стаканчика и 2 пары перчаток. Мерные стаканчики необходимы для того, чтобы правильно измерять, если у вас нет весов, правильно измерить нужное количество отвердителя и смолы. Также идут стаканчики одноразовые. Стаканчики необходимы для того, чтобы замешивать разные оттенки с разными пастами. Палочки деревянные. У меня, в принципе, очень много палочек. Я беру более тонкие и более маленькие. Ими удобней эпоксидную смолу гонять со стороны в сторону и размешивать. Дальше идет клеенка. Это чтобы просто не загадить свое рабочее место. И идут фартухи. Достаточно много фартухов идет. Вот они очень выручат одежду, потому что если эпоксидная смола попадает на одежду, это все. Вывести ее невозможно ничем, не вытереть, не стереть, никогда она засохнет, ее как-то отковырять не получится. Трубочки. Здесь идут еще коктейльные трубочки. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто знает, для чего нужны коктейльные трубочки. Только не пишите, что пить эпоксидную смолу. Нет, нельзя, я сразу говорю. Так, идут инструкции.
Обязательно прочтите их перед тем, как начинать работать с эпоксидной смолой, потому что у каждого производителя свои пропорции смешивания смолы с отвердителем, время высыхания, время, когда смола схватывается, то есть изучите инструкцию перед тем, как начинать работать с этой эпоксидной смолой. И следующее, что идет, это артбор, и он достаточно большой. Я почему-то думала, что он будет меньше, он диаметром идет 40 сантиметров. Так, но помимо готового комплекта набора у меня пришла еще и вторая коробочка, и в этой второй коробочке должны быть пигменты дополнительные, потому что в наборе я не все нашла пигменты, и, конечно же, еще и эпоксидная смола. Эпоксидная смола я взяла в большем объеме, потому что работаю с ней много, работаю часто, и, в принципе, я сейчас жду очень большую партию досточек, всяких деревянных заготовок, и мы с вами будем работать в этом направлении достаточно много часто. Сейчас я вам покажу другие оттенки, это также паста, но другие цвета, это темно-синий, синий-голубой, желтый. Эти оттенки я взяла для того, чтобы создавать море, тем более я живу в 3 километрах от моря, и эта тематика очень близка мне по духу, по моему образу жизни и по климатическим условиям. И вот хотела показать вам еще 3 баночки. Это металлический пигмент, также для подкрашивания эпоксидной смолы. Я чуть позже покажу, как он работает с эпоксидной смолой, и он придает характерный металлический блеск. Еще знаете, что я заказала? Я заказала порошок для создания эффекта морской пены и снега. Он также применяется в качестве наполнителя для эпоксидной смолы. Чуть позже я тоже покажу, как он смешивается со смолой и что в результате получается. Такая пена необходима, если вы создаете волны или, возможно, горы, и на вершинах этих гор лежит снег. Также на сайте я заказала еще стеклянную крошку, такая же, как идет в боксе, и дополнительно коралловую крошку, у которой фракция идет всего лишь 1-2 мм. И еще хочу показать вам набор. Это красители жидкие для эпоксидной смолы. И эти красители, они отличаются от пигментов. Я чуть позже покажу и расскажу, чем они отличаются. И вы, в принципе, для своих целей, для своих изделий вы сможете подобрать уже четко и точно те пигменты и те красители, которые необходимы в вашем творчестве. Так, и вот, конечно, еще пришел подарочек. Подарочек, вот такие вот маленькие пакетики. Я сначала думала, что это такое. А потом раскрыла, увидела, что там золотая паталь. Паталь здорово смотрится в украшениях, особенно если бортик, вот окантовочку украшения оформлять. Но сейчас я просто развела эпоксидную смолу из старых запасов Artline, пока не вскрывала новые. Буду беречь их, потому что у меня много вскрытых баночек. И сейчас небольшое количество я распределила в разные одноразовые емкости. И сейчас хочу показать вам пигмент с блесками, с мерцанием, с переливанием, который должен быть. И мне очень интересно, насколько эти пигменты перекрывают эпоксидную смолу. Я взяла совсем небольшое количество металлизированного пигмента и равномерно стала его размешивать в одноразовой емкости со смолой. Нужно тщательно перемешивать все комочки, чтобы не было разводов. И знаете, что мне понравилось, что этот пигмент оставляет прозрачность, то есть он добавляет блеск, он добавляет мерцание, он добавляет небольшой оттенок, но в то же время он остается прозрачным. Для создания украшений это для меня идеальный вариант, когда мне не нужен укрывистый тон. Дальше я взяла в маленьких тюбиках красители. Мне попался желтый оттенок, и мне понравилось, что эти баночки с узким носиком. Краситель очень жидкий, и узкий носик дозированно дает нам порции краски. Вот одна капелька, смотрите, как она расплывается, но при смешивании я поняла, что одной капельки даже на такое небольшое количество смолы будет недостаточно. Но, что мне здесь опять нравится, что эти красители не укрывистые. Прозрачность смолы сохраняется. Сначала я решила понюхать краситель. Мне стало интересно, какой же запах он имеет. Вы знаете, он не имеет никакого запаха. Вот вообще какой-то нейтральный такой.
Затем я решила, надо понюхать эпоксидную смолу, потому что у меня был горький опыт, когда я работала со смолой. Первая смола, с которой я работала, она была предназначена именно для изготовления бижутерии. Она была очищенная, ювелирная, но тем не менее, после работы с ней, через 15 минут, я чувствовала головокружение и даже тошноту. Мне приходилось постоянно выходить, дышать свежим воздухом. Здесь я не почувствовала никакого такого едкого химического запаха. Запах присутствует, но он ближе мне почему-то напомнил цветочный. Сначала я хотела добавить еще желтого пигмента и посмотреть насыщенность, сделать ее более яркой и более сочной. А потом думаю, нет, возьму-ка я другой краситель другого цвета и посмотрю, насколько они хорошо между собой смешиваются. И в принципе, имея в наличии вот 6 базовых оттенков, вы можете смешивать и получать дополнительные цвета. Компоненты красителей разных оттенков, они перемешиваются между собой достаточно хорошо. Прозрачность при этом у эпоксидной смолы сохраняется, и это очень здорово для определенных работ. Дальше я решила попробовать пасту. Пигментированная паста пришла вот в таких стеклянных баночках. Очень, кстати, удобная и закручивается очень удобно и надежно. Паста густая сама по себе, и я уже по своему опыту знаю, что если густой пигмент, то его нужно добавлять минимальное количество, и скорее всего этот пигмент сейчас перекроет нашу эпоксидную смолу, и прозрачность уйдет. Смотрите, я только кончик палочки макнула без какой-либо дополнительной краски, пигмента, и вот измазанный кончик я размазала по эпоксидной смоле, посмотрите, то есть пигмента уходит очень-очень мало, и посмотрите, действительно прозрачность у нас ушла. То есть вы должны учитывать этот нюанс. Если вы хотите сделать, допустим, подложку под что-то белого, или, как правило, там черного цвета, вот я под украшение делаю, то вот такая пигментированная паста здорово подойдет. Если вы будете делать, допустим, имитацию моря, то тоже подойдет такая густая пигментированная паста. Вот сейчас я взяла порошок, который создает эффект пены. И он достаточно крупный. Я посмотрела, он прям в таких вот, в гранулах идет. И я насыпала достаточно много. Его на самом деле там, по-моему, 3 грамма идет на 50 миллилитров. Я насыпала, по-моему, чуть больше. И размешала, и что я увидела? Я увидела, что вот здесь вот прозрачность эпоксидной смолы, она как-то наполовину, то есть на 50% опаковости, я бы так сказала. То есть это не укрывистое, не чисто белое, то есть не перекрывает этот пигмент полностью эпоксидную смолу, но и не идеально прозрачные, как в первых 2 вариантах, когда мы использовали пигмент с блеском металлизированной и использовали краситель. И раз я уже столько развела смолы, у меня ее много, ну грех ее не использовать вот здесь и сейчас. Я сейчас взяла крошку, кстати, заодно покажу вам крошку, как она выглядит. Конечно, готовую работу мы увидим уже в конце этого видео. Это коралловая крошка, здесь в пакетике 200 грамм идет, и она очень мелкой фракции, здесь буквально 1-2 миллиметра. Когда я даже начала ее насыпать, я увидела маленькие ракушечки такие. Кстати, набор морских ракушек тоже есть на сайте Artline. Если вы зайдете, посмотрите, там ракушки разные. Набор идет там что-то от 3 до 8 сантиметров ракушки. Вы можете подобрать их тоже для своих работ, особенно если делаете там имитацию моря. И вот у меня есть такой силиконовый молд для подстаканника. Я сначала внутреннюю часть выложила вот этой мелкой крошкой. И там, где у нас мелкая крошка, конечно, там должна использоваться смола. Может быть подкрашенная, я в данном случае использую фиолетовую, но прозрачную, чтобы нашу крошку было видно, чтобы не было укрывистого цвета, который просто бы перекрывал ее. И вот здесь я сейчас просто вырабатываю всю эпоксидную смолу, подкрашенную в фиолетовый перламутр, и заливаю этим фиолетовым перламутром всю крошку. Стартую от центра нашей силиконовой формы. А края всегда я делаю темным цветом, и здесь у нас получился темно-синий, который весь перекрыт, то есть эпоксидная смола непрозрачная. И я промазываю сейчас этим синим пигментом в бортики. А дальше между, красный здесь использовать не буду, между синим и фиолетовым цветом я заливаю белую морскую пену, назовем ее так. Как видите, у нее не чисто белый цвет, потому что есть пигмент белый, я заказывала, я его смешивала, смотрела, и он действительно получается чистый белый оттенок. А пена получается такая, ну, чуть-чуть прозрачная, вот эффект
полупрозрачности. Вот есть прозрачный, а это полупрозрачный, я так назову. И здесь вот я просто сейчас заполняю объем, чтобы у нас до краев нашей формы полностью была покрыта вровень с краями эпоксидная смола. И здесь можно уже выводить разные разводы, какие вы захотите, в тех местах, в которых вы захотите. Красный цвет я не использую, потому что он здесь будет неуместен. И сейчас просто дополняю объем. Вот выработала практически всю белую эпоксидную смолу. И вот смотрите, теперь я беру трубочку, и вот для чего нужна трубочка коктейльная, чтобы делать волны. Если у вас большие объемы, конечно, вы используете фен, а если у вас какие-то маленькие объемы, можно использовать вот такую коктейльную трубочку, дуть и делать красивые разводы. Вот как бы красиво я с верхней стороны не делала, не пыталась там изобразить какой-то рисунок, то с нижней стороны никогда непонятно, что у вас там будет. То есть это каждый раз сюрприз, каждый раз эксперименты, каждый раз вау, как интересно получилось. Ну а всю остальную смолу, которая у меня есть, я использую. У меня всегда есть заготовки, у меня всегда есть формы, которые можно залить и использовать для чего-то. Здесь вот в данном случае я добавила в красный оттенок мерцающих блесточек и все это равномерно распределила по поверхности заготовок, которые буду потом использовать в качестве сережек. Ну, в общем, всю смолу я израсходовала, счастливая, довольная, могу поделиться своими впечатлениями. Если вы думаете, что мои эксперименты на этом заканчиваются, нет, они только начинаются. Более того, на конец записи этого видео я скажу, что уже артборд я полностью разрисовала, и это не море, это не срез камня, и это у меня получилось с первого раза. И если у вас уже есть догадки, какую же картину я нарисовала, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И что я могу сказать, что данный набор идеален в качестве подарка для натур, увлеченных творчеством или рукоделием. Более того, вы все вместе можете принимать участие в этом творческом процессе и создавать картину. Это несложно, поверьте. Все ссылочки на товары и промокод, который любезно предоставил производитель данной продукции всем моим подписчикам, вы найдете в описании под этим видео, и там же будут активные ссылки на мастер-классы, где я применяла уже продукцию Artline и тестировала ее. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые обзоры и уроки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам неиссякаемого вдохновения и творческого полета. На сегодня это все. Всем пока и до новых встреч!